Так, ты давай там украинских баб насилуй, да, мне ничего не говори, понятно? Угу. Я сегодня у Насиловать и тебе ничего не говорить? Да, чтобы я ничего не знала. А что? Можно, да? Да, разрешаю. Всё. Только предохраняйся. Хорошо. Когда советские войска вошли в Германию, в Восточную Пруссию, началась волна насилия над мирным населением, над женщинами, девочками, старухами. По некоторым оценкам, в Германии тогда было изнасиловано до 2 миллионов женщин. Цифра спорная, ее выводили косвенно, и точного числа не знает никто. Но вот по данным 2 главных берлинских госпиталей, речь идет о десятках тысяч жертв в одном только городе. И это уже не оценка, а медицинские записи. И прежде чем кто-то закричит, что это западная пропаганда, я скажу вещь, без которой нельзя быть честным. Немецкая армия делала ровно то же самое с советскими женщинами на оккупированных территориях. Точно так же, массово. И это правда. Если и захватчик, и освободитель ведут себя одинаково, значит дело не в том, кто прав. Любая оккупационная армия насилует. Любая. На любой войне. Но кто-то все еще скажет, наши хотя бы мстили за сожженные деревни, за убитых родных. Это можно понять. Можно ли? Сейчас проверим. Потому что есть факты, после которых слово «месть» рассыпается. Если бы это была месть немцам, насилие закончилось бы на немках. Но оно не закончилось. В Польше, стране-союзнице, которую Красная Армия пришла освобождать, творилось то же самое. В Гданьском поморье весной 1945 года польский чиновник в служебном рапорте писал прямо: польские женщины постоянно в опасности от советских солдат. А командиры заняли позицию: раз немок поблизости нет, пусть потребности солдат удовлетворяют польки. Это не слух, это польский официальный документ. А теперь самое страшное. Насиловали не только врагов и не только союзников, насиловали своих. Историк Энтони Бивер, работая в советских архивах, обнаружил, что красноармейцы насиловали русских, украинских, белорусских женщин, тех самых, которых только что освободили из немецких лагерей. И это не только его слова. 29 марта 1945 года ЦК комсомола доложили Маленкову о донесении с Первого Украинского фронта. Освобожденные советские женщины жаловались, что их насилуют свои же солдаты. Одна девушка сказала сквозь слезы: это был старик, старше моего отца. А мальчика, который бросился на того, кто насиловал его мать, застрелили. Вдумайтесь в это. Солдат освободил женщину из немецкого ада и тут же сам стал для нее этим адом. Какая же это месть немцам? Это не месть. И вот вывод, от которого никуда не деться. Зверство было направлено не на врага, оно было внутри самого человека. Война не вкладывает в человека зверя. Зверь сидит в каждом из нас от рождения. Война просто снимает замок и спускает его с цепи. И тогда оказывается, что выпущенный зверь не разбирает, кто перед ним – немка, полька или своя, которую только что вывели из лагеря. На войну не идут какие-то особенные злодеи, идут обычные люди. И это самое страшное, потому что наука давно доказала, что превратить обычного человека в убийцу до отвращения легко. Начнем с простого. Американский военный психолог Дэйв Гроссман в книге об убийстве показал: человек по своей природе не хочет убивать другого человека. Это сопротивление встроено в нас от рождения. Чтобы солдат начал убивать, армия должна это сопротивление сломать. Тренировкой, приказом, привычкой, расчеловечиванием того, кто перед тобой. И ломается оно пугающе быстро. В начале 60-х психолог Стэнли Милгрэм в Ельском университете поставил знаменитый эксперимент. Обычным людям с улицы велели бить незнакомца током, все сильнее, вплоть до смертельного разряда. Авторитетный человек в белом халате просто стоял рядом и говорил: продолжайте. Психиатры заранее предсказывали, что до конца дойдут 1-2% изверги. Но не больше. До конца дошли почти 2/3. Обычные люди, не садисты. Просто потому, что им велел тот, кого они посчитали главным. Историк Кристофер Браунинг описал немецкий резервный полицейский батальон номер 101. 500 немолодых мужчин из Гамбурга. Рабочие, продавцы, клерки, не нацисты, не фанатики, призванные потому, что были слишком стары для фронта. В июле 1942 года им приказали расстрелять евреев польского городка. И командир сам со слезами на глазах прямо предложил: кто не может, пусть откажется.
Никакого наказания не будет. Из 500 человек отказались 12. Остальные за следующие 1,5 года расстреляли 38 тысяч человек и отправили в газовые камеры еще 45 тысяч. И чтобы никто не подумал, что это болезнь немцев или русских, март 1968 года, вьетнамская деревня Сонгми. Американские солдаты под командой лейтенанта Колли за несколько часов убили сотни безоружных, женщин, детей, стариков. Видите закономерность? Немцы, русские, американцы, разные флаги. Один результат, потому что дело не во флаге. Когда в человеке ломают запрет на убийство, его нельзя сломать наполовину. Нельзя выключить совесть только для врага и оставить ее для своих. Она выключается целиком. И зверь, которого выпустили наружу, дальше уже не разбирает, кто перед ним. Так почему же об этом молчали? Об этом все-таки рассказали. Те, кому стыд не дал молчать. Самый главный свидетель не западный историк, это советский офицер. Лев Копелев. Майор, фронтовик, знал немецкий. Всю войну работал в пропаганде, убеждал немцев сдаваться. Заслуженный, награжденный. И в апреле 1945 года в той самой Восточной Пруссии его арестовали. За что? За то, что он вслух возмущался насилием над мирными немцами и пытался остановить мародеров. Его обвинили, цитирую приговор, в пропаганде буржуазного гуманизма и сочувствия к противнику. И дали 10 лет. Вдумайтесь, своего офицера-победителя посадили на 10 лет за то, что он остался человеком, за жалость, за то, что отказался становиться зверем. И когда вам говорят, что про зверство придумал Запад, помните, первым об этом написал советский майор, которого за это осудили свои. И он не один. Николай Никулин, солдат с 18 лет, потом хранитель Эрмитажа, оставил воспоминания о войне. Он не собирался их печатать, писал, чтобы избавиться от того, что не отпускало. И там нет ни одного бодрого слова. И есть эпизод, от которого холодеет спина. И он не про наших, про немецких пулеметчиков. Те сходили с ума, потому что им приходилось расстреливать ряд за рядом наступающих советских солдат. А те все шли и не кончались. Война ломала и тех, кто за пулеметом. Палач сходил с ума так же, как жертва. Об этом же Виктор Астафьев в «Проклятый и убитый». Об этом Светлана Алексеевич в «У войны не женское лицо», за которое ей дали Нобелевскую премию. Она задает там вопрос Достоевского. Сколько человека в человеке и как этого человека в себе защитить? И отвечает голосами фронтовичек, у которых, как она пишет, на войне состарилась душа. Все это победители. И все говорят об одном. Так почему же тогда их внуки сегодня требуют это повторить? Человек, который победил и счастлив своей победой, рассказывает о ней с удовольствием. А человек, который победил и молчит до конца жизни, молчит, потому что унес с собой не трофей, а рану. Психологи называют это моральной травмой, когда ломается не тело, а что-то внутри. И эта рана не зависит от того, на чьей ты был стороне. Она ложится и на победителя, и называется она стыд. Стыд за то, что видел. Стыд за то, что молчал, когда делали рядом. Вот что носили в себе деды. И вот почему они говорили только 2 слова «нет войне». Они ее выиграли и не хотели, чтобы это вернулось. Никогда. Ни для кого. Если те, кто прошел войну, стыдились ее и не хотели повторения, то кто и зачем хочет повторить ее сегодня? Можем повторить. Кричат не фронтовики. Их почти не осталось. Это кричат внуки, люди, которые войны не видели и стыда не чувствовали никогда. Для них война – это парад, это наклейка на машине, это праздник с салютом. И вот здесь главная болезнь нашего времени. Мы научились романтизировать войну. Мы помним подвиг, знамя над Рейхстагом, ордена на груди. И не помним грязь, вшей, кровь, изнасилованных и то, во что превращался человек. Мы оставили себе только парад и стерли все остальное. И это не случайно. Это делали специально. Когда Светлана Алексеевич в 1984 году принесла свою книгу «Живые голоса женщин-фронтовичек», цензор вычеркнул из нее самое страшное и сказал ей прямо в лицо: «Ищите героические примеры, их сотни, а вы показываете грязь войны. Нам не нужна ваша маленькая история, нам нужна большая история победы». Ее обвинили в пацифизме и в очернении героического образа советской женщины. Сказали, что советская женщина не животное.
Она отвечала, что героизм не стерильная вещь, что на войне испытывается не только дух, но и тело. Вот это так и работает. 40 лет показывали парад и прятали грязь. И выросло поколение, которое видело только парад, и поэтому искренне хочет повторить. Они не злодеи, они просто не знают, о чем просят. Им не дали узнать. Можем повторить, это не смелость. Это прямой результат того, что у людей отняли правду. Сотрите стыд, оставьте один героизм, и вы вырастите тех, кто захочет все это снова. И вот мы подошли к главному. Есть древняя фраза «горе побежденным». Ее бросил вождь галлов Брен больше 2000 лет назад, когда взял Рим, швырнул свой меч на весы и потребовал выкуп. Смысл был простой и жесткий. Проиграл — терпи. Победитель диктует, сила решает все. 2000 лет в это верят, что у войны есть победитель, который забирает все, и побежденным, которому горе. А я скажу, что это ложь. Война забирает у обоих. У побежденного сразу и видно, у победителя медленно и незаметно. Он уходит живым, но уносит с собой зверя, рану и стыд, который не пройдет до самой смерти. Посмотрите, с чем все закончилось. Германию заставили смотреть, и ее грязь показали всему миру. Нюрнберг, суды, документы, фотографии, от которых нельзя было отвернуться. Немец не мог сделать вид, что ничего не было, потому что это видели все. И именно поэтому Германия прошла через стыд. Честно посмотрела в свое прошлое, признала вину и стала свободной, богатой страной, которая больше всего на свете боится новой войны. А страна-победитель свою грязь спрятала. Про чужие зверства рассказывали всему миру, про свои промолчали. Победителя никто не заставил смотреть. И он не посмотрел. Он вычеркнул грязь, оставил одни парады и сделал из победы культ. И спустя 80 лет снова на войне. И снова тот же телефонный звонок, тоже насилие, тоже обесчеловечивание, теперь в прямом эфире. Вот вам и весь ответ. Тот, кто пережил стыд, выздоровел. Тот, кто его заглушил, застрял и ходит по кругу. И когда мне говорят, что войну стоило выиграть, да, стоило. Остановить то зло было необходимо, но даже самая справедливая победа все равно ломает того, кто победил. Поэтому ею не хвастаются. Ею стыдятся и скорбят. Брен ошибался. Горе не только побежденным. Горе и победителям. Потому что в войне не выигрывает никто. Выигрывает только тот, кто в нее не вступил.